Приветствую всех на своем канале. В своем новом видео я бы хотел показать процесс создания простой анимации в программе трехмерного моделирования Blender 3D. Для ее создания я буду использовать внутренний движок Blender и Eevee. Поскольку Eevee позволяет создавать анимации хорошего качества, за небольшой промежуток времени использование этого движка выглядит наиболее оправданным. В описании к видео я прикреплю файлы, необходимые для создания данной анимации. Все клавиатурные команды будут отображаться в левом нижнем углу экрана. Итак, поехали. Для начала в окне рендера я выберу движок Eevee. Далее нам нужно создать Reflection Cube Map. Этот инструмент позволит нам создавать более точные отражения лучей света в нашей сцене. После отмасштабируем заднюю плоскость, копируем ее и повернем ее копию для создания боковой плоскости. Теперь нам нужно в окне рендера включить опцию Screen Space Reflection. Для того чтобы наше стекло в Eevee выглядело прозрачным, нам нужно, при помощи микс-нода, смешать ноду стекла и ноду прозрачности. Далее нам нужно в окне настроек материала, для параметра Blend Mode установить параметр Alpha Blend. Снять галочку с опции Show Backface. И установить галочку для опции Screen Space Reflection. Устанавливаем для излучающей свет плоскости силу на 30 единиц. Материал лампы заменяем на материал, излучающий свет. В окне рендера в поле Shadows включаем галочку для опции Soft Shadows. Далее я бы хотел немного изменить некоторые материалы.
Теперь мы начинаем создавать нашу анимацию. На первом кадре устанавливаем ключ для нашей камеры. Нажимаем команду «И» на клавиатуре, после чего выбираем ключ Lock Rod Scale. Далее устанавливаем 70-й кадр. Поворачиваем нашу камеру вокруг 3D курсора примерно на 50 градусов. Устанавливаем еще один ключ. На 35-м кадре можно установить камеру так, чтобы она находилась примерно на том же расстоянии, что и на двух других кадрах, и установить еще один ключ. Далее нам нужно скопировать первый ключ при помощи команды Shift-D и переместить его на 71-й кадр. Переходим на 140-й кадр и приближаем нашу камеру к банке. Устанавливаем еще один кадр. Переходим на 141-й кадр. И устанавливаем нашу камеру чуть выше банки. Затем немного поворачиваем вокруг оси X. И устанавливаем новый ключ. Затем переходим на 210-й кадр. Перемещаем нашу камеру вниз по оси Z. Выравниваем ее. Поворачиваем вокруг 3D курсору и устанавливаем новый ключ. На вкладке Output выбираем формат, в котором хотели бы сохранить нашу анимацию, а также место для ее сохранения. Теперь запускаем рендер нашей анимации. После того, как рендер завершен, переходим в окно видеосеквенсера.
Добавляем нашу анимацию. Далее нам нужно разбить нашу анимацию на отдельные части, в каждой из которых происходит определенное движение камеры. Делаем это при помощи команды Shift-K. Затем мы копируем второй фрагмент нашей анимации при помощи команды Shift-D и переносим его в конец нашей анимации. Далее ко всем фрагментам применяем эффект Speed Control и увеличиваем наши фрагменты. Это позволит нам увеличить длительность нашей анимации. После этого для последнего фрагмента в поле видео установим галочку для опции Reverse Frames. Эта опция будет проигрывать наш фрагмент задом наперед и добавит нашей анимации разнообразия. Наша анимация готова, осталось запустить рендер анимации и дождаться его конца. На этом наш урок подошел к концу, надеюсь, вам было интересно. А у меня на сегодня все и до новых встреч.